Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим запор у собак и как его лечить в домашних условиях. Не буду сейчас останавливаться, насколько запор опасен для организма собаки. В первую очередь это опасно тем, что уже на третьи сутки после задержки дефекации начинает идти отравление организма токсинами, которые есть в кале. И чем дальше, тем больше. Причин вызвать запор у собаки очень много. Но наиболее распространенные причины запоров, которые возникают у собак, это переедание, резкость смена рациона, недостаток воды при кормлении сухим кормом. Также достаточно часто возникают запоры, если собака объестся костей. У кошек и пушистых собак часто бывают запоры, вызванные скоплением шерсти в кишечнике. И если организм кошек приспособлен к очищению желудка от шерсти путем стригивания, то организм собаки с этим справляется не так эффективно. Распознать запор несложно. Собака обычно испражняется 2 раза в день. Если вы выгуливаете собаку, у нее не было акта дефекации ни утром, ни вечером, то это уже звоночек для хозяина, что если ничего не предпринять, то на следующий день собака может самостоятельно и не оправиться. Напомню, что запор у собаки имеет следующие симптомы. Попытки сходить в туалет заканчиваются ничем. Болезненность при опорожнении. Собака может скулить. Слишком сухой кал. Небольшое количество фекалий ненормальной формы. Наличие комков шерсти в кале. Если запор и рвота у собаки одновременно, то это значит, что у животного кишечная непроходимость. Это очень тяжелая патология. Она возникает при закупорке инородным телом, костями или шерстью, например. Непроходимость кишечника может быть вызвана опухолью, также может быть при завороте или инвагинации кишки, а также при параличе кишечника. И если в таком случае вовремя не оказать ветеринарную помощь, то животное может и погибнуть в течение буквально нескольких дней, недели. И если вы с вечера заметили, что у собаки есть подозрение на возникновение запора, то есть буквально вчера все было хорошо, но сегодня собака не сходила в туалет, то можно дать собаке отварные овощи, тыкву, морковь, брокколи, свеклу, а также простоквашу, кефир. Это должно улучшить работу кишечника. Я вам скажу так, что если вы заметили, что у животного есть задержка дефекации, и вы на ночь дали продукты, которые я вам перечислил, то в большинстве случаев на следующий день у собаки, за редким исключением, будет нормальная дефекация. Если это не помогло и собака все равно не сходила в туалет, то тогда на следующий день можно дать и слабительные. Их выбор очень обширный. И хотя многие ветврачи не рекомендуют применять слабительные из человеческой аптечки, лично я не вижу в этом большой проблемы в их даче. Особенно тех, которые размягчают кал. Если запор вызван только неправильным питанием, то дача таблеток очень редко не помогает. Подойдет для этих целей дюфалак, и натрия гипосульфат, и магнезия сульфат. Да много чего из слабительных таблеток можно дать. Это не проблема. Прекрасно справиться с таким видом запора и просто дача небольшого количества вазелинового масла внутрь. Если прошло дня 2-3 и у собаки даже на третий день все еще не было дефекации, то в таком случае я бы настоятельно рекомендовал сделать клизму собаки. Раствор для клизмы должен быть теплым, но не выше 30 градусов. Для лучшего эффекта надо добавить раствор вазелинового или касторового масла. Вводить грушу в прямую кишку следует без усилий, аккуратно и медленно. Клизма, на мой взгляд, с вазелиновым маслом – это одно из самых действенных средств при запоре. Можно делать клизму и с раствором глицерина. Клизма – золотая манипуляция. Снимаю перед ней шляпу. Делается супер просто, не требует никаких затрат. Эффективность при обыкновенном запоре 100%. Не хотите морочиться делать полноценную клизму или нет на это условий? Сделайте микроклизму. Для этих целей прекрасно подойдет микроклизма Микролакс. Ее применение очень просто, удобно и при этом еще очень эффективно. Можно в клизме использовать и мыльный раствор. Поможет. Но следует помнить, что такой раствор действует раздражающе на стенки кишечника. Поэтому его использовать можно, если нет под рукой ни вазелинового масла, ни касторового, ни глицерина. Если ничего из вышеперечисленного нет, то можно сделать в принципе клизму и просто теплой кипяченой водой. Эффект тоже будет прекрасным, но с некоторой задержкой во времени. Лично я не использую мыльный раствор. Не люблю я его. Наверное, потому что у меня есть все вышеперечисленное. Вазелиновое масло вообще супер препарат.
препарат не всасывается в организм, не раздражает кишечник и обладает прекрасным слабительным эффектом. Более того, как я уже сказал, что его можно давать и внутрь. Нужно давать внутрь. Я уверен, что ликвидировать обычные запоры у собаки у вас не составит никакого труда. Хлопотно это, конечно, но все манипуляции достаточно просты. После того, как ликвидировали запор, обратите внимание на факторы, которые к нему ведут. Самое главное в профилактике запоров – кормите собаку правильно. И у собаки должно быть побольше движений. Собака должна гулять по часу утром и по часу вечером. Чтобы избежать запоров у собак, необходимо в рацион добавлять растительную пищу в виде всевозможных каш. В них очень много клетчатки. Надо давать собаке сырые овощи. Немного, но надо. Хорошим натуральным слабительным является и сырое мясо. Добавляйте в рацион кефир, простоквашу, творог. Если есть подозрение на запор, то вечером в рацион можно добавить ложки 3-4 обычного растительного масла. Чернослив, молоко. Если кормите собаку сухим кормом, то следите за тем, чтобы во время кормления было вдоволь свежей воды. Да при любом кормлении чистая свежая вода у собаки должна быть постоянно и в достаточном количестве. Если будете соблюдать эти несложные советы, то никаких запоров у собаки не должно быть. Особенно у молодой собаки. Вообще я вам скажу, что молодые собаки страдают запорами только если они малоподвижные и ленивые. Для старых же собак необходимо не столько лекарства, сколько правильное питание и максимум выгуливания. Если же у собаки появляются запоры на постоянной основе, несмотря на то, что вы все делаете правильно, то это значит, что у собаки есть какие-то другие заболевания, которые надо более тщательно диагностировать. В этом случае собаку надо обязательно показать ветврачу. Вот и все основные моменты, касающиеся запоров. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!